Тайные рукописи, найденные в 1991 году в Эфиопии, содержат детальные описания существ, известных как нефилим, гигантов, родившихся от союза небесных существ и человеческих женщин. В книге Еноха указано, что некоторые из этих гигантов достигали высоты более 300 футов. Археологи по всему миру находят подтверждение древних мифов о таких существах. Легенды о гигантах присутствуют в культурах от Древнего Египта до Скандинавии. 800 лет назад, в 1270-е годы, были найдены огромные черепа, указывающие на существование людей невероятного роста. В Скандинавии были обнаружены следы, которые могут принадлежать гигантским деревьям, способным служить укрытием для таких существ. Эти находки вызывают повышенный интерес к теме существования нефилим. С каждым новым открытием все больше людей начинает верить, что мифы о гигантах могли основываться на реальных событиях. Древние тексты, такие как «Книга Еноха», ранее считавшиеся апокрифическими, теперь признаются важными для понимания взаимодействия между человечеством и небесными существами. Ученые предполагают, что гиганты могли быть результатом генетических экспериментов, проводимых высшими существами, пришедшими с других планет. Эта гипотеза вызывает споры, но также обостряет интерес к исследованиям внеземных технологий. Гиганты не только упоминаются в мифах, но и оставили заметный след в искусстве и архитектуре. Например, в старинных скандинавских рукописях рассказывается о великане Трим-Тромеле, который мог поднимать горы одним движением руки. Аналогичные истории о Саскветче, великане из легенд коренных народов Северной Америки, раскрывают образы могучих существ, способных на невероятные физические подвиги. Ученые активно исследуют данные древних текстов и находок. Новейшие технологии позволяют анализировать генетические образцы ископаемых останков, проводить радиоуглеродное датирование и сопоставлять данные с современными видами. Каждый новый факт поднимает вопросы о том, что же на самом деле произошло, когда небесные существа и гиганты пересекались с человеческими судьбами. Исследования, касающиеся Еноха и его описаний гигантов, открывают новые горизонты. Каждый шаг вперед в этом направлении может изменить восприятие истории. Необходимые улики могут быть найдены, и ответы на вопросы о реальности этих мифов способны кардинально изменить представление о прошлом человечества. Среди множества находок, привлекших внимание исследователей, особое место занимают гигантские черепа, найденные в 1905 году в округе Грэхэм, штат Вашингтон. Эти останки весили более 100 фунтов и имели размеры, превышающие средние человеческие. Исследования показали, что черепа не только крупнее обычных, но и имеют уникальные анатомические особенности, что наводит на мысль о существовании неизвестного человеческого вида. Эти находки вызвали волну дискуссий среди антропологов. Некоторые ученые предположили, что это может быть доказательством существования нефилим. В 2001 году в Перу археологи обнаружили могилу с останками гигантов, которые имели размеры, превышающие 6,5 футов в высоту. Сопровождающие артефакты, такие как орудия труда и украшения, указывают на высокоразвитую культуру, способную создавать сложные сооружения. Местные легенды о великане, который защищал людей от врагов, совпадают с этими находками. Исследования показали, что эта культура могла существовать тысячелетиями назад, что добавляет весомости к идее о реальности гигантов. В последние годы ученые начали активно использовать современные технологии для анализа древних артефактов. Генетические исследования показывают, что некоторые находки имеют необычные ДНК-структуры, которые не соответствуют известным видам. Это подтверждает теорию о возможности существования гигантов, которые могли взаимодействовать с человечеством. Такие открытия заставляют пересматривать представления о древних цивилизациях и их возможных контактах с небесными существами. Сравнительный анализ мифов о гигантах в различных культурах также открывает новые перспективы. В мифологии Древнего Египта встречается упоминание об огромных, которые помогали строить пирамиды. В Месопотамии эпос о Гильгамеше описывает взаимодействие человека с существами, обладающими невероятной силой. Этот кросс-культурный анализ подтверждает, что представления о гигантах универсальны и могли быть основаны на реальных событиях. В 2023 году исследовательская группа из университета Калгари начала проект по изучению разрозненных находок гигантов.
чтобы создать полную картину их существования. Ученые собрали данные из различных источников, включая археологические находки, мифологические тексты и генетические исследования. Их цель — построить модель взаимодействия между гигантами и ранними человеческими цивилизациями. Параллельно с этими научными усилиями в мире растет интерес к древним технологиям. Многие исследователи убеждены, что гиганты могли обладать знаниями о строительстве и использовании ресурсов, которые были утеряны с течением времени. Некоторые находки свидетельствуют о высокоразованных технологиях, которые можно было бы считать предшественниками современных. Каждое новое открытие в этой области поднимает важные вопросы о том, как эти существа могли повлиять на развитие человеческой цивилизации. За пределами мифов начинает проступать реальность, заставляя людей задуматься о том, каковы настоящие корни нашей истории. В феврале 2023 года группа исследователей, включая генетиков и археологов, отправилась в горный район Перу, где по местным легендам произошли встречи с небесными существами. Их целью стало изучение сохранившихся артефактов и анализ местности, где, как утверждают жители, гиганты получали знания от пришельцев. На месте находок, окруженных мистической атмосферой, они обнаружили древние гравюры на камнях, изображающие странные летающие объекты и хуманоид-образные существа, которые явно не имели ничего общего с известным человечеством. Гравюры подтвердили версию о том, что небесные посетители могли не только наблюдать за людьми, но и непосредственно взаимодействовать с ними. Некоторые из изображений были искажены временем, но их детали указывали на высокоразованные технологии, которые могли быть применены в строительстве и сельском хозяйстве. Это открытие побудило ученых задуматься о том, насколько глубока связь между гигантами и этими небесными сущностями. К концу экспедиции команда обнаружила заброшенный храм, в котором находились остатки самого большого известного идола, изображающего гиганта. Внутри храма нашли орудия, которые использовались для ритуалов. По предварительным данным, эти орудия могли быть созданы с использованием технологий, недоступных древним цивилизациям. Генетические образцы, полученные из остатков, содержали элементы, не идентифицируемые как принадлежащие ни одному известному виду. В это же время в Северной Америке несколько местных племен сообщали о странных явлениях в небе. Местные жители утверждали, что видели необычные огни и слышали звуки, не поддающиеся объяснению. Эксперты начали связывать эти наблюдения с недавними находками в Перу, предполагая, что небесные существа могли возвращаться, чтобы проверить результаты своих экспериментов. 80 лет назад, в 1943 году, в том же районе произошла таинственная потеря связи с несколькими исследовательскими группами. Местные жители верили, что это было связано с возвращением нефилим. Ученые начали обсуждать возможность повторного появления гигантов и их небесных создателей. Боевое братство между племенами, которое когда-то соглашалось на сотрудничество с небесными существами, начало проявлять недовольство. Конфликт нарастал, и заказы на исследования стали поступать не только от ученых, но и от правительств, стремящихся взять под контроль новые технологии, которые могли бы дать преимущество. Наступил момент, когда команда исследователей в Перу столкнулась с реальным конфликтом. Местные жители, обеспокоенные тем, что их знания и традиции могут быть потеряны, начали противостоять ученым. Они заявили, что знания, переданные небесными существами, должны оставаться в их общине. Находки, которые могли изменить восприятие истории и технологического прогресса, вторглись в их мир, вызывая страх и недоверие. В это время в лаборатории в Калифорнии начались эксперименты с образцами, полученными из находок. Генетики пытались восстановить ДНК, чтобы понять, как гиганты могли взаимодействовать с небесными существами. В процессе этих исследований начались странные сбои, результатом которых стали необъяснимые явления, такие как внезапное отключение электричества и поломки оборудования. Это добавляло напряженности и неуверенности, заставляя ученых задуматься о том, насколько безопасно углубляться в тайны, которые могут быть лучше оставлены в прошлом. Обсуждения вокруг древних текстов достигли апогея, когда в 2023 году были случайно обнаружены свитки, скрытые в недрах пещеры в Иране. Эти свитки, написанные на неизвестном языке, имели удивительно запечатленные иллюстрации, которые изображали сцены с небесными существами, взаимодействующими с людьми и гигантами.
Уникальность находки привлекла внимание как ученых, так и правительственных структур, которые начали активно интересоваться ее содержанием. Перевод свитков занял несколько месяцев, и их содержание шокировало научное сообщество. В них описывались не только встречи с Нефилим, но и детальные указания на технологии, которые использовались для создания гигантов и их взаимодействия с земными народами. Записи говорили о кристаллах силы, которые могли управлять гравитацией и временем. Эти артефакты, согласно текстам, были ключом к контролю над природными элементами и даже к межзвездным путешествиям. Как только свитки стали известны, началась настоящая гонка за их содержанием. Ученые со всего мира, включая исследователей из Перу, прислали свои команды в Иран, чтобы изучить находку. В то же время правительство Ирана объявило о запрете на доступ к свиткам под предлогом защиты культурного наследия. Напряжение возросло, когда несколько зарубежных археологов были задержаны местными властями, пытаясь получить доступ к тайным документам. Тем временем среди местных племен, которые когда-то верили в гигантов и небесных существ, начались внутренние конфликты. Одни выступали за то, чтобы делиться знаниями свитков с учеными, полагая, что это поможет восстановить их культуру. Другие настаивали на том, что технологии, описанные в свитках, должны оставаться в их общине и использоваться только для их блага. Эти разногласия привели к недоверию и открытым конфликтам между племенами. В это время в лаборатории в Калифорнии произошел инцидент. Один из ученых, работавший с образцами, полученными ранее, исчез. Его исчезновение совпало с тем, что в лаборатории стали происходить странные явления. Оборудование выходило из строя, а на экранах компьютеров появлялись иероглифы, совпадающие с теми, что были на свитках. По мере усиления стресса в команде некоторые ученые начали говорить о том, что эти события могут быть связаны с древними силами, пробуждаемыми знаниями, которые они пытались расшифровать. Контрафактный рынок вокруг свитков и артефактов стал развиваться, привлекая не только ученых, но и криминальные элементы, которые искали прибыль от продаж. Вскоре несколько групп, заинтересованных в древних технологиях и секретах, начали действовать в тени, организовывая кражи и атаки на исследовательские команды. Это привело к настоящей охоте за свитками, которая охватила не только Иран, но и все, кто занимался этой темой. Как только новости о конфликте и исчезновениях начали распространяться, обострились отношения между правительствами стран, вовлеченных в исследования. Ученые начали опасаться за свою безопасность и возможность продолжения исследований, так как им предстояло разобраться не только с древними тайнами, но и с современными конфликтами, которые они сами спровоцировали. На фоне растущего напряжения вокруг древних текстов ученые начали углубленное исследование мифов о гигантах в различных культурах. В 1930 году в Новой Зеландии были найдены останки, которые местные жители связывали с легендой о гиганте Тане. Исследователи изучили находки и их параллели с мифами о гигантах по всему миру. В ходе анализа выяснили, что в Древнем Китае существовали легенды о людях, обладающих колоссальной силой, способных перемещать горы. Эти истории связывались с мифом о Нюева, богине, создавшей первых людей. Сравнительный анализ с текстами из Месопотамии выявил схожесть в описаниях гигантов, как, например, Гильгамеш, обладавший сверхчеловеческими способностями и совершавший подвиги, выходящие за пределы человеческого понимания. Эти исследования показали, что многие культуры описывали гигантов как созидателей и защитников, что добавило новой глубины к пониманию их роли в истории. Одновременно поступали сообщения о новых находках в других уголках мира. В Индии были обнаружены древние статуи, изображающие величественных существ, достигающих высоты более 12 футов. Местные легенды о Ланке, великане, строившем города, подтверждали эти находки. На фоне этих открытий обострился конфликт между племенами в Иране. Одни племена, поддерживающие ученых, предлагали свои знания о гигантах как способ сохранить свою культурную идентичность. Другие, считающие, что исследования угрожают их духовным традициям, начали протесты против ученых, обвиняя их в осквернении священных мест. В это время одна из исследовательских групп была атакована в пещерах, где находились свитки, что явилось сигналом для нарастающего насилия. В ответ на это правительство Ирана организовало специальную охрану для защиты ученых и артефактов. Однако некоторые местные жители начали воспринимать охрану как угрозу, полагая, что это может привести к культурной ассимиляции.
Контрафактный рынок древних артефактов стал расти, и банды, специализировавшиеся на краже исторических находок, начали действовать все более дерзко. Вскоре охрана не справлялась с задачей обеспечения безопасности. На фоне обострения ситуации несколько исследовательских групп решили объединить усилия, создав альянс для противостояния угрозам, возникающим как со стороны криминальных структур, так и со стороны местных племен. Они поняли, что их работа может стать не просто научным исследованием, а попыткой сохранить наследие, которое может быть утеряно в результате конфликтов. Параллельно шло изучение найденных свитков, содержащих указания на технологии, которые могут быть использованы для улучшения жизни местных общин. Каждое новое открытие углубляло конфликт, добавляя элементы недоверия и напряженности. Гиганты, когда-то мифические, начинают превращаться в символ борьбы за существование и идентичность, заставляя участников событий задуматься о том, что они готовы сделать ради сохранения своей истории. Эксперименты в лаборатории в Калифорнии начали приносить неожиданные результаты. Ученые, анализируя образцы, извлеченные из находок, обнаружили элементы технологий, которые не могли быть созданы с помощью известных методов обработки. Структура этих артефактов указывала на высокую степень изобретательности, вызывая интерес у научного сообщества. Тем временем в Иране напряжение между племенами достигло критической отметки. Группа ученых, проводившая открытые лекции о своих находках, столкнулась с яростным сопротивлением. Местные жители, опасаясь за свою культурную идентичность, начали массовые протесты, требуя прекратить исследования. Ситуация накалилась, когда один из протестующих был арестован, что привело к столкновениям с охраной. Местные жители, поддерживающие ученых, сообщили о странных событиях. Они утверждали, что видели нечто похожее на летающие объекты в небе и чувствовали необычные вибрации Земли в местах с находками. Некоторые считали, что это предвестие возвращения небесных существ. Археологи, исследующие свитки, начали находить упоминания о золотых кристаллах, которые, согласно текстам, могли активировать скрытые технологии. Указания на местоположение этих кристаллов привлекли внимание исследовательской группы, которая организовала экспедицию в отдаленные регионы Ирана. Во время поиска они наткнулись на подземные сооружения, которые могли быть остатками древних технологий. Эти сооружения были покрыты странными символами, совпадающими с изображениями на свитках. Исследователи начали расшифровку надписей, надеясь найти инструкции по активации этих технологий. Однако вскоре после начала работы в лагерь пришли местные жители с требованием прекратить исследования. Они утверждали, что технологии связаны с древними духами, которые могут быть пробуждены. Конфликт накалился, и члены команды начали испытывать давление со стороны обеих сторон. Одни требовали продолжения исследований, другие — немедленного прекращения. В это время в лаборатории в Калифорнии произошел инцидент. Одно из устройств, использовавшихся для анализа образцов, перегрелось и вышло из строя. Ученые заподозрили, что это может быть связано с золотыми кристаллами. Подозрения усилились, когда некоторые члены команды заметили необъяснимые сбои в работе оборудования. Напряжение нарастало, и вскоре в Иране произошел мощный взрыв в подземных сооружениях, вызванный неизвестным источником. Эта детонация стала сигналом для эскалации конфликта. Власти и местные племена начали обвинять друг друга в происшествии, что привело к еще большему расколу в обществе. Пока ученые пытались разобраться в произошедшем, новые находки и события продолжали возникать, углубляя конфликт и заставляя исследователей задуматься о том, какую роль они играют в опасной игре с древними силами и технологиями. Разразившаяся буря на горизонте отражала нарастающее напряжение среди племен и ученых в Иране. Вскоре после взрыва в подземных сооружениях несколько местных жителей начали сообщать о странных явлениях. Небо заполнилось яркими огнями, а земля дрожала под ногами. Слухи о возвращении нефилим и их небесных создателей стали распространяться с неимоверной скоростью. Многие утверждали, что это предвестие возвращения гигантов, которые когда-то правили землей. В это время группа ученых, решившая продолжать исследования, обнаружила подземный зал с древними артефактами, которые явно имели отношение к сражениям между гигантами. На стенах зала были высечены сцены, изображающие эпические битвы, где не только гиганты, но и небесные существа сражались друг с другом. Эти изображения были похожи на те, что были найдены на свитках, и указывающие на существование технологий, которые могли бы активировать гигантские механизмы.
Исследователи начали активно работать над расшифровкой символов. В процессе они поняли, что эти технологии могли служить не только для защиты, но и для нападения, вызывая разрушительные силы. Одним из ключевых элементов был найден подземный кристалл, окруженный древними рунами. Он, возможно, был связан с золотыми кристаллами, упоминавшимися в свитках, и мог активировать защитные механизмы, которые когда-то использовались в сражениях. Однако вскоре после обнаружения кристалла произошел новый конфликт. Протестующие местные жители окружили лагерь ученых, требуя немедленного прекращения работ. Они считали, что пробуждение этих технологий приведет к разрушению духовной гармонии их предков. Столкновения с охраной стали неизбежными, и на фоне криков и давления со стороны обеих сторон нарастало недовольство. Научная команда оказалась между молотом и наковальней. Внезапно из глубины подземного зала раздался глухой звук, словно что-то пробуждается. Это вызвало панику среди исследователей и протестующих. Равновесие было нарушено, и каждый из участников ощущал страх перед непредсказуемыми последствиями. В то время как давление нарастало, несколько членов исследовательской команды решили протестировать кристалл, надеясь, что он сможет активировать защитные механизмы, описанные в древних текстах. После нескольких минут напряженного ожидания кристалл начал светиться. Вдруг по земле прокатилась волна света, которая остановила всех — и ученых, и протестующих. Свет заполнил подземный зал, и фигуры гигантов, яркие и четкие, начали проявляться в воздухе, подобно проекциям. Сцены сражений ожили, и звук древних боев раздался вокруг. Участники конфликта, как будто оказавшиеся в другом времени, были поражены происходящим. Эти сражения не были мифами, они были реальны, и теперь все присутствующие стали свидетелями мощи гигантов, которые когда-то правили землей. На фоне этого спектакля, когда реальные сражения разворачивались перед их глазами, стало очевидно, что это не просто история. Это была часть их наследия, и теперь в руках ученых и местных жителей находился ключ к пониманию не только своего прошлого, но и будущего. Решение, что делать с этой информацией, зависело от них. Эти сражения, которые когда-то происходили между гигантами и небесными существами, сейчас требовали нового понимания, которое могло изменить привычный порядок вещей. Свет, исходящий от активированного кристалла, окутал подземный зал, и яркие фигуры гигантов, кажется, замерли в пространстве, их движения предвещали нечто грандиозное. Участники конфликта, застигнуты врасплох, не могли оторвать взгляд от этого необычного проявления. В этот момент исследователи осознали, что их работа не просто исследование древностей, а попытка вернуть к жизни забытые технологии и знания. Внезапно из глубины зала раздался глухой звук, и на стенах начали проявляться новые символы, ранее незаметные. Эти символы быстро расползались, и с каждым новым всплеском света они образовывали последовательность, которая, как показалось исследователям, описывала технологии, ранее использовавшиеся гигантами. Исследователи начали записывать и фотографировать эти символы, понимая, что перед ними открываются двери к новым знаниям. Однако ситуация становилась все более напряженной. Протестующие, видя, что происходит, начали подниматься духом, некоторые из них начали пересекать границы, установленные охраной. Они считали, что сейчас последний шанс вернуть контроль над древними силами. Все это напоминало сцену из эпической битвы, где на кону стояло не только их прошлое, но и будущее. Среди беспорядков одна из исследовательниц, доктор Эмили Чен, заметила, что среди символов на стене проскользнула знакомая форма — изображение древнего устройства, описанного в свитках, о котором она читала. Это устройство, как предполагалось, могло обеспечить связь с небесными существами и даже контролировать стихийные силы. Она поняла, что это может быть той самой технологией, которая когда-то использовалась для управления гигантами. Доктор Чен, взволнованная, решила рискнуть и попыталась активировать устройство. С помощью кристалла, который все еще светился, она произнесла слова, зафиксированные в свитках. Внезапно зал наполнился резким светом, и появившиеся фигуры гигантов начали изменяться, принимая форму, похожую на людей, стоящих перед ней. Это было не просто воспоминание, это было взаимодействие. В этот момент конфликт между протестующими и охраной накалился до предела. Кто-то из протестующих бросил камень, который попал в устройство, и в воздухе раздался оглушительный гул. Яркий свет поглотил всех, и на мгновение вся комната окуталась тишиной.
Когда свет начал утихать, все присутствующие ощутили мощный толчок, словно земля сама готова была разверзнуться. Доктор Чен смогла разглядеть, как древние технологии, активированные их действиями, начали излучать голубое свечение, которое охватило весь зал. Это свет было похоже на то, что описывалось в древних текстах — связь с небесными существами. Участники боя вдруг осознали, что их сражение не только за физическое пространство, но и за понимание своей истории, которая, как оказалось, была глубже, чем они могли себе представить. Теперь, когда свет и звук начали исчезать, они стояли лицом к лицу с реальностью. Гиганты, когда-то считавшиеся мифом, были частью их наследия, и их технологии все еще имели силу. Это было время, когда история требовала быть пересмотренной, а современное общество столкнулось с тем, что когда-то считалось невозможным. Участники понимали, что им необходимо выбрать, как использовать это открытие — для объединения или окончательной разрухи. Когда свет окончательно погас, в зале установилась полная тишина. Участники конфликта, стоя в замешательстве, осознали, что их представления о прошлом и человеческом месте в мире подверглись радикальному пересмотру. Доктор Эмили Чен, поняв, что их действия пробудили древние технологии, осознала колоссальные последствия этого открытия. Внезапно активированный кристалл начал мерцать, и на стенах вновь появились символы. Ученые и местные жители, несмотря на прежние разногласия, осознали, что перед ними открываются страницы истории, которые они могут переписать. Эти символы содержали инструкции по использованию древних технологий, и теперь им предстояло решить, как двигаться вперед. Среди напряженной тишины старейшина местного племени, ранее выступавший против исследовательской работы, вышел вперед. Его призыв к единству был наполнен смыслом. Он предложил изучать и использовать знания, извлеченные из древних текстов, совместно. Его слова произвели эффект, и волнение в зале утихло. Присутствующие поняли, что знания не представляют угрозу, а открывают возможности. С этого момента началась новая эра сотрудничества. Ученые и местные племена начали совместно расшифровывать символы и понимать технологии. Под руководством доктора Чен они организовали семинары и обучающие программы, направленные на передачу знаний о древних технологиях и их применении в современном мире. Местные жители начали внедрять эти знания в сельское хозяйство, восстанавливая исторические методы, которые когда-то использовали их предки. Однако это открытие привлекло внимание властей и международных компаний, которые увидели в древних технологиях возможность для коммерциализации. Это создало новые вызовы. Некоторые исследовательские группы начали действовать в тени, стремясь заполучить технологии только для себя. Конфликт с криминальными группами продолжался, но теперь местные жители получили поддержку ученых и смогли объединиться для защиты своего наследия. Спустя несколько месяцев была создана исследовательская группа, объединяющая ученых, историков и представителей местных племен. Их цель заключалась в исследовании артефактов и создании новой базы знаний, служащей мостом между прошлым и будущим. Они начали собирать данные о нефилим, гигантах и небесных существах, что позволило взглянуть на историю человечества с совершенно новой перспективы. Влияние текстов Еноха на понимание мира стало очевидным. Они открыли двери к древним технологиям и напомнили о глубоком взаимодействии между человечеством и другими существами. Это открытие изменило восприятие исторического наследия, подчеркивая важность совместной работы для создания лучшего будущего. Место, когда-то полное страха и недоверия, трансформировалось в центр сотрудничества и обучения. Люди со всего мира начали приезжать, стремясь узнать о древней истории и технологиях, которые могли изменить судьбу человечества. Эмили Чен и ее команда стали проводниками новой эпохи, где история, знания и технологии слились воедино, оставляя след в памяти каждого, кто стремился понять свое место в мире.